дыра в сердце, мы ее не можем закрыть другими сферами, часто уходят в дом напротив. Это 10-й дом, это социальная реализация. То есть эти люди становятся достигаторами. В обществе, кстати, это очень пропагандируется, то, что мужчина, у которого много связей, он такой мачо, он такой альфа-самец. И если мы рассматриваем это с точки зрения психологии и раскладываем, это очень травмированный мужчина. Это маленький мальчик, который не наладил отношения со своей мамой. Как я могу повлиять на мир? Да вот, ты на него уже влияешь своим состоянием. От того, что ты сможешь быть счастливым, и у тебя будет гармоничное отношение, семья, ты уже принесешь в эту жизнь, в это общество, цивилизацию огромный поток любви. Мужчина, который самодостаточен, который способен любить, который уважает женщину, ему не нужно много женщин или вот это вот разнообразие для того, чтобы быть счастливым. Он одну женщину не успеет полностью познать и полюбить действительно глубоко на протяжении всей своей жизни. Привет! Сегодня у нас будет такое нестандартное видео, но мне бы очень хотелось поделиться этой информацией. И на самом деле на данную тему меня в очередной раз вдохновила новая информация. Это была книга Марка Воллина. Это один из самых известных в мире специалистов, который занимается наследственными семейными травмами. И на самом деле он, скажем, берет свой исток из психологии, он работает как психолог, но это те вещи, те темы, с которыми я также работаю в регрессивной терапии. Кто не знает, это одна из направлений психотерапии. Это работа с глубинной памятью, с коллективным и индивидуальным бессознательным. Сегодня тема будет про отношения с родителями и как это влияет на нашу жизнь. И это, скажем, одна из тем рассуждений, которых, я думаю, мне хотелось бы записывать намного больше и разбирать важность этого фундамента с разных ракурсов, используя как современную науку, используя психологию, используя эзотерику, астрологию прошлой жизни. В общем, все доступные инструменты, которые мне откликаются, с которыми я работаю. И в своей книге автор начинает историю, скажем, своей собственной жизни, своего личного опыта. Он рассказывает то, что в возрасте 34 лет у него появилась, скажем, проблема со здоровьем. Он начал терять зрение, и тогда его начало, скажем, накрывать мигрень, которую он ранее до этого не испытывал, и как следствие этих мигрений у него повысилось глазное давление. В общем, все это приводило к тому, что он начал очень быстро, очень стремительно терять свое зрение. Врачи в Америке, они не могли объяснить, что было причиной потери зрения и что могло помочь его вернуть. В общем, здесь начался такой, скажем, путь героя, да, путь автора. Он рассказывает, что пробовал все, и витамины, и соковые диеты, и хилерские практики, и все на свете, все, что было доступно и недоступно для того, чтобы помочь себе. И эта история привела его к тому, что, попробовав все традиционные методы лечения, помощи себе, он продал свой бизнес в Америке и отправился на другой конец света, на восток. Эта история откликается, я думаю, у многих из нас, когда мы ищем ответы на свои вопросы, когда мы сталкиваемся с какими-то сложными жизненными ситуациями. Некоторые из нас делают такой шаг. Мы улетаем куда-то очень далеко, оставляя все позади для того, чтобы найти те самые ответы. И вот он уехал в Юго-Восточную Азию, он рассказывает, что читал очень много книг, занимался с учителями, искал разных целителей, шаманов, проходил разные курсы обучения, пел мантры с гуру, в общем, чего он только не делал. И, кстати, одна из фраз, которую сказал ему один гуру, это то, что гуру поделился своим впечатлением, мнением того, что он так хочет, чтобы люди перестали быть искателями, а стали находителями. Потому что искатели, как он сказал, и остаются искателями, то есть в постоянном поиске. Это как будто бы гонка, да, вот разгадывание ребуса, гонка, чтобы получать новые инсайты, получать новую информацию и постоянно вот в этом быть, но не иметь цели найти и применить.
или когда ты что-то находишь, эту информацию сразу же использовать. Я в своей жизни тоже это часто наблюдаю и видела, путешествуя на Бали, находясь в Индии, как очень многие люди, они идут в такую погоню, да, в гонку за тем, чтобы получить еще какой-нибудь инсайт, еще какое-нибудь вдохновение, пойти к одному медитирующему гуру, пойти к другому целителю, вот к этому астрологу, к тому астрологу. И они путешествуют, ездят, находят, пробуют, и ничего в их жизни не меняется. И здесь тоже очень много вопросов к этому, потому что все эти практики, воспевание мантр, медитации, это все классно, это все здорово, это важные и полезные инструменты, так как и знания, учителя, которые передают нам мудрость и информацию, знания. Но наша неспособность это применить, да, наше нежелание взять ответственность за свою жизнь, начать что-то с этим делать, как раз и есть причиной того, что в нашей жизни ничего не меняется, нет той волшебной таблетки, о которой я часто говорю в сторис, в своих постах, вот какого-то такого знания или инструмента, который в одночасье разрешит любую вашу проблему. Его не существует. Это важно принять и понять, опять же, ответственность, перевести фокус внимания на то, что чтобы вы не использовали в своей жизни, медитация не решит проблему. Медитация поможет вам успокоить ваш ум, войти в то состояние, где ваша картинка мира немножечко расширится. И с этими осознаваниями видеть мир по-другому, начинать менять свое поведение, свое мышление и учиться принимать мышление, взгляды других людей. И здесь автор рассказывает то, что он встречался с одним учителем, потом с другим учителем, пытался использовать разные практики, и в какой-то момент один из хиллеров его спросил, то, что причина, да, слепоты, того, что он теряет зрение, находится отчасти во многом в психосоматике. То есть это поведение человека, который приводит уже его к физическим проявлениям. Хиллер тогда его спросил, что ты не хочешь видеть? И спрашивая этот вопрос раз за разом, как бы приглашая автора пойти в глубину и начать видеть то, на что он очень тщательно и долгое время закрывал глаза. Но эти вопросы в то время, скажем, не включали его, он продолжал находиться в неведении. После он отправился в Индонезию, я предполагаю, что это было Бали. Там был другой хиллер, который отчасти спросил его подобный вопрос. И вопрос звучал таким образом, что кем ты себя считаешь, чтобы у тебя не было этих проблем со зрением. И в тот момент у него что-то откликнулось, то есть он начал видеть то, что действительно, кто я такой, чтобы этих проблем не было. Это как будто вот тот момент, что мы настолько считаем себя лучше, что с нами этого не должно происходить, мы не принимаем реальность такой, какая она есть. То есть было очень сильное внутреннее сопротивление того, что нет, со мной этого не должно происходить. И в этот момент он начал, скажем, прислушиваться, да, видеть свое внутреннее «я» и понимать то, что здесь проблема не в том, что это происходит, то, что он теряет зрение, а проблема намного глубже. Проблема в собственном восприятии. И здесь нужно было, скажем, принять ту боль, которая шла с этим побочным эффектом, и начать погружаться вовнутрь себя, в свои собственные самоощущения, искать ответы внутри. И здесь он описывает один очень интересный опыт с этим гуру, где они 72 часа проводили закрытыми глазами, закрытыми ушами в медитации на маленькой подушке. Они не спали, они не ели, нельзя было ложиться, подниматься, говорить и так далее. И как он описывает, то, что целью этого безумия было только одно – осознать сумасшествие ума через наблюдение за ним. То есть здесь еще одно подтверждение того, что медитации, практики, они нам помогают успокоить вот этот постоянно включенный телевизор, начать слушать себя.
И он начал видеть то, что разум постоянно его провоцирует, прокручивая самые худшие варианты развития событий и обманывает, предлагая верить в то, как проиграется тот или иной сценарий. И после таких опытов он был, скажем, в поиске себя 3 года. Он нашел то, что искал, но нашел это очень необычным образом, потому что все эти практики, все эти встречи, разговоры, которые он проходил в течение этого времени, на его состояние, на проблемы со зрением, это никак не влияло. Но начался такой шифт внутренний. Он начал мыслить и видеть уже по-другому. То есть процесс был запущен. И тогда он рассказывает интересный момент, что помогло, кстати, вот за эти 3 года, это то, что он справился с депрессией, она практически ушла, и он очень много времени проводил в медитации, в молчании, наедине со своим дыханием и с телесными ощущениями, то есть занимался самонаблюдением. И вот он рассказывает, что стоял однажды в очереди в ожидании сатсанга, это такая встреча с духовным учителем, и он в очереди в этой находился несколько часов, ожидая возможности поговорить с учителем. И вот он в этот момент ждал, что учитель, видя, насколько он предан, что он выстоял в этой очереди, что он находится так давно на этом пути самопознания, просветления, он оценит его преданность, самоотверженность. И вместо этого учитель посмотрел сквозь него, даже не на него. И единственное, что он ему сказал: езжай домой и позвони матери и отцу. И в тот момент для автора это было самым большим ударом для его эго, для его восприятия, потому что он ожидал совершенно другого и однозначно не такого ответа или совета от этого учителя. И сейчас я прочитаю один отрывок, который мне очень сильно откликнулся. Он произнес, что я рассвирепел, меня потряхивало от гнева. Конечно же, он неверно прочитал меня. Я больше не нуждался в своих родителях. Я вырос. Я порвал с ними давным-давно и поменял их на гораздо лучших, духовных родителей. Всех тех учителей, гуру, мудрых женщин и мужчин, которые вели меня к следующему уровню просветления. Более того, имея за плечами несколько лет неудачной терапии с битьем подушек и разрыванием на кусочки картонных чучел своих родителей, я верил, что уже исцелил свои взаимоотношения с ними. И я решил игнорировать этот полученный совет. Однако что-то зацепило меня. Я не мог до конца отпустить то, что он мне сказал. Постепенно я начал понимать, что любой опыт является полезным, и все, что с нами происходит, несет свой смысл, вне зависимости от того, понимаем мы его или нет. Все, что случается в нашей жизни, в конце концов, ведет нас к чему-то. Этот опыт его до конца не включил. Ему нужен был еще один опыт. И часто в своих поисках мы с первого раза не слышим, мы не понимаем. И это тоже часть процесса, это тоже нормально. У каждого как бы свое время к созреванию. И, конечно же, он не понял этого совета учителя, он отправился к другому человеку, к другому духовному учителю и подумал, что тот расставит все по своим местам. И этот человек, которого он описывает, учитель, он наполняет сотни людей в день своей божественной любовью. Насколько я могу угадать, мне кажется, что это была любящая Амма или обнимающая Амма. Она очень известна в Индии, я предполагаю, что, возможно, это была она. И вот тогда он рассказывает, что стоял в очереди весь день, и она подошла. И тогда это произошло. Она сказала те же слова: позвони родителям, езжай домой и помирись с ними. И в тот момент произошел тот самый щелчок. Он наконец-то услышал, что ему говорили все это время, на протяжении этих лет его поисков. И далее он рассказывает историю своих родителей, отношения с ними, то, что он их отвергал, то, что он не принимал любовь, заботу мамы, и у него был очень глубокий с ней разрыв, и он не мог даже телесно ее обнять или как-то приблизиться, то есть на уровне физики он страдал, когда была вот эта близость с ней, этот контакт в виде объятия. И
Они долго не разговаривали с ней, у них были очень холодные отношения, то же самое с отцом, он держался очень холодно, отстраненно, но в тот момент он купил билеты домой и вернулся к родителям. И здесь начался процесс исцеления этих отношений с мамой и с отцом. Он начал много разговаривать с мамой и спрашивать ее вопросы в целом о ее жизни, о том, какие были опыты, переживания. И она рассказывала какие-то истории из детства или ситуации, которые очень сильно, как он уже потом понял, повлияли на его жизнь. И эту историю можно прочитать в его книге, я оставлю ссылку внизу. И когда он пошел в это исцеление с ней, очень многие вопросы, которые у него были, которые он искал на другом краю света, он получил на них ответы. Он не мог понять, почему он постоянно чувствовал себя отвергнутым, почему он не мог построить отношения, семью, да, с женщинами, с другими людьми, почему он, например, не мог чувствовать удовлетворенность. Исцеляя отношения с ней, он понял, почему в нем было это чувство раздавленности. И описывают историю, которая произошла давно в детстве, еще в моменте его рождения. Также это чувство отвергнутости, того, что он недостоин любви. Соответственно, если ты недостоин любви, как ты можешь любить кого-то другого? И это тоже связано с мамой. Контакт с отцом, который он сумел наладить, и на самом деле они оба смогли друг друга исцелить. И после этого, после такого вот пути, да, это больно, и он рассказывает, как же это было больно просто позволить маме обнять его и дать ей свою любовь, и позволить принять ее. Он наладил контакт с отцом. Оба из них думали, что на протяжении всей жизни они не любили друг друга, потому что у них не было такой близкой связи, родители были разведены. Автор сделал это настолько вовремя для себя, в нужное время, когда он смог. И он смог разделить эти важные моменты с родителями, установить сильную связь, потому что после отец заболел, у него развилась деменция. И вот он рассказывал то, что они уже с этим заболеванием отца смогли устанавливать связь на уровне сердца, за гранью разума и ума. И это на самом деле очень, очень глубоко. Что самое интересное в этой истории, после того, как он пошел в исцеление отношений с родителями, его зрение восстановилось. На данный момент у него зрение 20/20, и офтальмолог его утверждал, что с таким количеством шрамов на его сетчатке это просто невозможно. И доктора не могли найти причину этого чуда исцеления, они не могли поверить в то, что такое в целом могло произойти. А все это произошло именно благодаря тому, что человек смог вернуться в свое прошлое и выстроить фундамент, да, уже во взрослом возрасте, да, уже имея, скажем, побочные эффекты, да, в виде проблем со здоровьем, потому что не было создано этого фундамента ранее. Но тем не менее он смог это сделать, и для этого пришлось пойти по очень нестандартному пути, возможно, несколько раз обхватить земной шар в своих путешествиях, в своих поисках, но тем не менее он смог увидеть эту истину, он смог пойти к источнику. И тогда он сказал то, что по иронии судьбы, обшарив самые дальние уголки планеты в поисках ответов, я нашел тот самый главный источник исцеления внутри себя. И он только ждал, когда его откроют. И это видео, скорее всего, мотивация, видео рассуждения, потому что здесь, с одной стороны, нет практичных советов. Вот шаги, как это нужно сделать каждому из вас. Потому что эти шаги на самом деле очень личные. Но все они сводятся к одному, к отношениям с родителями. В астрологии у нас существуют ключевые планеты в жизни каждого человека. Это Луна и Солнце, это мать и отец. От их силы, от того, насколько они повреждены, потому что их повреждения в карте указывают как раз на проблемы в отношениях или с мамой, или с папой, или, в общем, с родителями. Так вот, от того, как они расположены в карте, мы понимаем, с какими программами человек пришел, что ему следует проработать. И
корень этих программ, да, эти ситуации могли заложиться еще в детстве, и очень часто они там закладываются, но они могут иметь исток, корень намного дальше, намного глубже. И вот, чтобы его найти, чтобы вспомнить эти истории, эти травмы, для этого нам нужно как бы вернуться обратно во временной ветке. И мы это делаем с помощью или психотерапии, или с помощью регрессивной терапии. Для чего мы это делаем? В целом, когда мы работаем через регрессию, мы не просто ходим в какие-то прошлые жизни, посмотреть, кем мы там были. Но в целом это не важно. Мы идем туда с определенным запросом. Если этот вопрос касается родителей, мы идем именно по временным веткам, возвращаемся в те эпизоды, где случилось какое-то событие с одним из родителей или с двумя, которое влияет на наше текущее состояние, на нашу текущую жизнь. И если мы здесь сейчас не можем разрешить эту проблему, соответственно, мы не можем решить проблему на том уровне, на котором она зародилась. То есть на данный момент мы уже видим побочные эффекты. Нам нужно вернуться туда, в первоначальную историю, и увидеть ее как бы со стороны, отдаленно, как третье лицо. И мы начинаем видеть, что на самом деле там произошло, почему мать, отец себя так повели, как мы среагировали. И мы можем простроить через осознавание, проживание этого опыта другие векторы развития. Если бы эта ситуация повернулась по-другому, как бы могли мы ее повернуть по-другому, что бы мы могли принять в тот момент, какое решение, и как бы простроилась та жизнь, соответственно, другие, соответственно, это. И это очень важно делать, это один из методов исцеления, такая глубинная работа с именно нашим бессознательным, да, подсознанием, потому что все, что влияет на нас в этой жизни, это находится в нашем подсознании. Но так как мы не имеем доступа к нему напрямую, мы не можем найти корень проблемы. Нам нужен некий мостик. Вот есть сознательное, бессознательное, нам нужен мостик, который нас приведет. Поэтому мы используем различные медитации, погружения, существуют методы гипноза, существуют методы психотерапии, хилинги, ченнелинги и так далее, и так далее. Этих инструментов очень много. И они помогают нам как раз вернуться в тот важный эпизод, в первоначальную ситуацию. Сейчас я больше говорю про регрессивную терапию, она именно с этим работает. Пойти к корню. Там на корне мы можем решить эту ситуацию. Как и исцелить ее, то есть закрыть эту рану, забрать оттуда энергию. Так, забирая ту энергию, то есть силу сознания, да, эти инсайты, мы уже сейчас в этой жизни с этими новыми осознаниями можем делать по-другому, вести себя по-другому, не воспринимать ту травму, которая произошла из той прошлой позиции. Уже имея этот опыт, эти знания, мы как бы можем вспомнить, вот оно о чем. И вот с чем мне следует работать или на что обращать внимание. И получая эти осознания, мы начинаем менять свое поведение. Вместо того, чтобы уезжать на другие концы света, в этом нет ничего плохого. Опять же, это классные опыты, это следует делать, но не нужно думать, да, иллюзия многих людей в том, что они могут поехать в эти священные места, и там в одночасье какой-то целитель, какой-то гуру избавит их от этой кармы, от следствий их решений. Для того, чтобы решить проблему, нужно вот это следствие увидеть, принять и вернуться обратно для того, чтобы переосмыслить и уже делать по-другому. Это внутренняя работа на самом деле. Все внешние практики, инструменты, техники, они нам помогают идти вовнутрь. Там по-прежнему, как и всегда, как было, так и есть, находятся все ответы. Это если кратко, что такое регрессивная терапия, с чем она работает, что такое психотерапия, что такое детские травмы, наследственные травмы. И, кстати, вот про наследственные травмы здесь тоже очень интересно, потому что автор, он именно на этом специализируется. И это про то, что очень часто на нас в нашей жизни влияют истории наших предков. Возможно, многие из вас это уже заметили, или, возможно, кто-то работал с помощью родовой терапии, исследовали род,
И что такое родовая карма? Да? По большому счету, это те нерешенные проблемы, конфликты, которые существуют в нашем роду, родители, бабушки, прабабушки, дедушки и так далее. Они эти уроки как бы не прошли. И вот мы приходим в эту семью, в этот род, для того, чтобы помочь им пройти эти уроки через свою собственную жизнь, через свой опыт, и принести это как дар, да, в наш род. То есть закрыть этот урок, пройти его, для того, чтобы мы могли двигаться все вместе в этой системе дальше. И мы приходим не как жертва этих обстоятельств, то есть мы приходим, выбираем семью с определенным четким намерением, мы знаем, почему и для чего мы это делаем. И это, скажем, синхронизировано с нашими собственными кармическими задачами, которые мы видим в нашей натальной карте. Да? Это один из инструментов, опять же, инструментов того, чтобы увидеть, с чем мы приходим, о чем нам нужно вспомнить, для чего мы как бы здесь и что с этим делать. Но само слово «делать» подразумевает ваши собственные действия. То есть, получая эту информацию, вам нужно брать ее и применять. И всегда, почти на всех консультациях я очень много вижу проблем, травм, связанных с родителями, и всегда говорю о том, как важно выстраивать отношения с отцом и с мамой. Даже если их уже нет в живых, вы все равно можете налаживать этот контакт, идя в себя, проходя этот опыт самостоятельно, потому что имеет значение, это то, что вы делаете, ваши действия. Вы меняете ваше сознание, ваше восприятие ситуации, и как следствие вы развязываете те узлы, которые были в прошлом. Вы и им эти узлы развязываете. И кто знает, возможно, в будущем благодаря этому вам не придется снова проходить эти уроки. Скорее всего, это так. Это сложно проверить напрямую на практике, потому что для этого нам нужно будет делать большие исследования и погружать людей как и в прошлое, так и в будущее, видеть все эти взаимосвязи. Но я уверена, что это возможно сделать, и кто знает, возможно, я буду к этому как-то тоже причастна. Суть того, чтобы наладить отношения с родителями, иметь хорошую, глубокую с ними связь, проработать все эти конфликты, которые у вас были, разрешить травмы, это не только для того, чтобы исцелить себя, быть счастливым и проживать, скажем, гармоничную, яркую жизнь. Это большая часть, это уже большая причина быть счастливым и жить насыщенную жизнь. Это то, для чего мы сюда приходим. Мы не приходим сюда только решать кармические задачи. Кармические задачи — это часть пути, но смысл жизни в самой жизни, в том, чтобы быть счастливым. Но также это и про то, что мы редко задумываемся о том влиянии, которое мы оказываем на других людей. Женщины, мужчины, вот эти травмированные дети, они ведь тоже строят свои семьи, рожают детей. И если они не решают конфликты со своими родителями, эти уроки переносятся дальше, на следующее поколение. Эти же уроки они уже будут проходить со своими детьми. Не решат они на этом уровне, их дети это будут проходить дальше со своими детьми. И то есть эта цепочка, она бесконечна. Понимаете? Еще другой момент — это то, что кроме того, что мы эти уроки как бы перекладываем дальше, не беря ответственности, да, не хотя в это идти, прорабатывая, это также, что мы раним очень многих людей на нашем пути, когда вот от отношений с мамой, например, очень многое зависит. Я это часто вижу в гороскопах мужчин, когда повреждена Луна. Человек, который не способен принимать любовь от мамы, который мужчина, который ее не уважает, который не имеет с ней близости, именно сердечной, духовной, он не способен полюбить другую, чужую женщину. Он не может полюбить свою родную, кровную. Он не сможет пойти в глубину, в близость с другим человеком, женщиной. И как следствие, такие мужчины очень часто это или какие-то поверхностные отношения, бесчисленное количество отношений. Сейчас в этом мире в целом институт брака, он
сильно страдает, очень большой выбор, как нам кажется, иллюзия выбора. Это все пропагандируется в фильмах, сериалах, в обществе, в соцсетях и так далее. То есть мужчина имеет очень множественные связи. Опять же, мужчина, который самодостаточен, который способен любить, который уважает женщину, ему не нужно много женщин или вот это вот разнообразие для того, чтобы быть счастливым. Он одну женщину не успеет полностью познать и полюбить действительно глубоко на протяжении всей своей жизни. О чем мы тогда говорим, когда их десятки и, не дай бог, больше. Поэтому это важно понимать. В обществе, кстати, это очень пропагандируется, то, что мужчина, у которого много связей, он такой мачо, он такой альфа-самец. И если мы рассматриваем это с точки зрения психологии и раскладываем, это очень травмированный мужчина. Это маленький мальчик, который не наладил отношения со своей мамой. Другая сторона, это же проигрывается по-разному, да, другая сторона — это то, что у мужчины может быть один брак, может быть несколько браков, но, тем не менее, да, он построил семью с одной женщиной. И есть дети, есть любимая женщина, есть работа, реализация, и все вроде бы хорошо, а внутри плохо. А внутри все мертвое, нет энергии, нет жизни, неуверенность в себе, страх что-то сделать, предпринять, проявиться. Это все, возвращаясь к астрологии, сфера 4-го дома, внутреннее состояние, это внутренний душевный комфорт. 4-й дом — это мать и отношения с ним. 4-й дом — это род, семья, это сердце, это сердечная чакра. Это про то, насколько мы способны в целом любить, быть счастливыми, проявляться. Соответственно, это внутреннее ощущение, это дыра в сердце, мы ее не можем закрыть другими сферами. Часто уходят в дом напротив. Это 10-й дом, это социальная реализация. То есть эти люди становятся достигаторами в жизни, строят карьеру, бизнес, они могут быть миллионерами, они могут иметь все, что угодно на материальном уровне, но они не могут ничего купить, то, что закроет вот эту дыру в сердце. И это снова говорит о том, что нужно возвращаться обратно, нужно возвращаться к истокам, к семье и прорабатывать отношения с родителями. Потому что, имея эту базу, вы сможете создавать все вещи, не прорабатывая отношения с родителями, окей? Но вы не сможете быть счастливым и удовлетворенным. Вам всегда будет недостаточно. Недостаточно красивая жена, недостаточно умные, успешные дети, недостаточно зарабатывать, недостаточно путешествовать. И этих недостаточно миллион. То есть, чтобы быть действительно самодостаточным, вам нужно уметь ценить то, что есть. Для того, чтобы это ценить, это нужно принимать и видеть вещи такими, как они есть. И это все закладывается в детстве, это все закладывается с любовью матери. Если вы дослушали это видео до конца, мне хотелось бы сказать, чтобы вы позвонили родителям. Если вы находитесь рядом, вы бы их обняли, поговорили с ними по душам. А если их уже нет в живых, вы бы начали о них думать, спрашивать какие-то вопросы, просить прощения и исцелять те травмы, учиться прощать, которые были. Но делая это все из позиции любви, принятия для себя, для них, для будущего, для ваших детей, в целом для мира. Потому что каждый из нас, вот если меня спрашивают, как я могу повлиять на мир, да вот, ты на него уже влияешь своим состоянием. От того, что ты сможешь быть счастливым, и у тебя будет гармоничное отношения, семья, ты уже привнесешь в эту жизнь, в это общество, цивилизацию огромный поток любви. Пока мы все ходим закрытые, зажатые, раненые дети, этот мир не станет райским местом. И даже если он им и станет, вдруг, как в сказке, если мы верим в такое волшебство, мы же не сможем его оценить. Для нас это будет недостаточно. Это то, что мы видим в сегодняшнем мире. Мы во всем видим только негатив, мы во всем видим только плохое. Мы не видим все то прекрасное, которое существует в этом мире. А для того, чтобы его видеть, нужно открывать свое сердце. Поэтому начните открывать это сердце прежде всего для своих родителей, прежде всего с ними. И уже из этого состояния, построя этот прочный фундамент, вы сможете строить
прекрасные дома, прекрасные города, возможно, страны, целые цивилизации, которые будут менять не только вашу жизнь, но и жизни всех тех людей, которые к вам причастны.